Всем привет! Не собирался я больше снимать видео по углам, настройкам. Уже есть два, по-моему, два видео. Но все задают и задают вопросы. Хочу последний раз снять и а, сказать то, чего на прошлых видео не сказал. Ну, видимо, упустил или считал, что это и так понятно. Значит, меня спрашивают, то есть как настраивал, что настраивал, зачем настраивал. Значит, я для себя сделал вывод, что самое главное, а, повторяемость должна быть вот здесь, там, где будет заточка идти. Поэтому я начал выставлять вот по этой оси вот повторяемость вот в этом месте. Значит, для этого, для этого я замерил одну сначала сторону, сколько она, ну, сколько выставил, естественно, градус любой, какой угодно. Я поставил сейчас 14 градусов, так как вот Oxycube настроен был вот с помощью вот этого устройства, которое идет в комплекте, на 14 градусов. Вот. И посмотрел, будет ли повторяемость на другой стороне. Вот. У меня когда приехала точилка, этой повторяемости не было. Была разница в 0,3, ну, иногда больше, но не меньше. То есть я разбирал механизм несколько раз, пробовал там что-то настраивать. То есть даже не делайте этого, там все хорошо сделано, профиль все точно подогнано, никаких люфтов, никаких шатаний, ничего, ну, это переворот, это естественно, ничего нет. Ну, единственное, что я там смазал, все подтянул, вот, а так, в принципе, этого не требуется делать. Но почему тогда, почему тогда была разница? Разница была вот здесь оська сама, ну, куда насаживается вот эта планка, она немного, ну, не точно просверлена. Ну, тут какие-то десятые, там видно, очень точность большая нужна. И она немного уходит, и за счет этого вот эта вот погрешность. Не стал я тут ничего, это нужно высокоточное оборудование, я точно бы этого не смог сделать. Поэтому я пошел по простым путем. Я сначала вот сюда на край, один край губки, с одной и с другой стороны, ну, в смысле, на одной губке, на другой губке с одной стороны, подклеил односторонний малярный скотч, ну, малярный скотч, и поджал. Получается, я увидел, что начинает повторяемость появляться. Вот. Несколько раз это проделал для того, чтобы не испортить губки. И после того, когда убедился, что можно получить результат, я просто-напросто вот одну сторону потихоньку тонким камнем снимал, пока не получил точный результат. Значит, сначала я делал на двух губках, потом понял, что это ошибка. Нужно делать на каждой губке отдельно, потому что, ну, э, потом, когда я уже начал зажимать каждую губку отдельно, я увидел, что результат гуляет. Значит, уже теперь не важно, где вы, как вы перемещаете, все как бы точно здесь у профиля. Вот, и угол начинает повторяться, ну, не в зависимости, куда я передвину губки. Значит, это первое, с чего я начал. Вот. Второе. Я посчитал, что вторая важная повторяемость, я так не буду про углы больше, это вот здесь и здесь должна быть. Ну, в моем случае это не надо, у меня есть Oxycube, но у того, у кого нет, он как бы, она нужна, эта повторяемость. Поэтому я выставил вот здесь вот, обнулил свой угломер вот в этом месте и выставил вот эту площадку под то же самое, как видите, повторяемость стопроцентная, ну, до десятых, значит, точнее до сотых. Вот эту повторяемость, вот эту, я не стал выставлять, не имеет смысла. Значит, третью, это
я выставил вот эту параллель вот этой станине. То есть здесь она мне как бы не нужна. Я посчитал, я все равно вот это не меряю, мне нет смысла этого делать. Вот, поэтому я поставил просто на станину угломер, обнулил его. Вот, и выставил здесь, в этом, ну, в смысле, выставил планку ровно, чтобы она повторяла горизонт. Ну, как видите, тут все получилось точно. Значит, как эту планку выставлял, тут, конечно, немножко с бубном поплясал. Техностудия вот в этом месте, раньше оно болталось, и, видимо, они отреагировали и очень плотно сделали отверстие очень точное, что оно плотно-плотно насаживается на ось. И снять очень сложно было. Но и, естественно, потом при насаживании, только вы немножко винт повернете, вот это все уходило. Вот. Ну, здесь можно подставить что-то и потом прижать. Проще всего 2 дощечки вырезать, квадраты обычные, поставить и поджать. Фиксатор не использовал, все при зажиме держит просто железно. Вот, в принципе, по углам как бы все. Думаю, все вопросы закрыл. А еще вот спрашивали, что вот это вот такое. Вот это. Я здесь сделал пропил такой полукруглый, который вот сюда становится на вот эту как бы фрезерованную часть полукруглую. И он, видите, наглухо сдернуть его даже невозможно. Можно теперь... У меня камень раз упал, и я после этого так сделал. Вот, ничего не цепляется, все становится наглухо само просто. Ну, это кто-то там спрашивал, я написал. В принципе, все. Всем здоровья, добра. Пока.